Так должны прийти ашвины, запряженные в колесницу коней, быстро и грациозно движущихся под их чутким управлением, приносящие жертвы в своих владениях, соединенные с Яджурведой, пропитанные медом. Они – целители богов, несущие подношения, посланники Вселенной, хранители бессмертия. Они оба должны прийти, с радостью приняв это созвездие. Мы приветствуем обоих ашвинов, всадников. Пусть Бхарани изгонит наш грех, пусть царь Ямараджа, наш благословенный Господь, явит себя в этом созвездии. Царь мира, великий, он должен проложить для нас путь, по которому мы сможем идти легко и бесстрашно. В созвездии, где обитает царь Ямараджа, где боги провозгласили его своим царем, мы должны принести в жертву его яркий свет, а Бхарани должна изгнать наш грех. Ом Агни должен защитить нас под созвездием Критика, божественное созвездие, спутник Индры, и оно – лучезарное видение. Ты должен принести подношение огню, чьи лучи сияют, чье пламя сияет, чей мир – это все миры. Он пребывает в созвездии Критика. Агни, Бог, должен направить нас на верный путь. О Праджапати, пусть к тебе приблизится Рахини, твоя супруга, со всеми вселенскими формами, необъятная, сияющая и освещенная разнообразным светом. Она должна направить нас на верный путь жертвоприношения, чтобы мы прожили свою жизнь в полной силе. Рахини, богиня, зашла на востоке, возликуя вместе со всеми вселенскими формами, возлюбленная богов, укрепляющая Господа Праджапати своим подношением, должна приблизиться к жертвеннику. Царь Сома приходит с Мригаширой, благоприятным созвездием, ибо его царство дорого всем. Он укрепляет силы существ во многих отношениях. Пусть он утвердится в Яджамани, который предлагает семя, дающее потомство. Какое же твое созвездие, о царь, самое дорогое из всех дорогих? Мы принесем подношение твоему созвездию, о Сома. Да пребудут счастливы мы, двуногие и четвероногие. Под созвездием Ардры восходит Рудра, который расширяется, двигаясь вперед, лучший из богов и повелитель бессмертных. Пусть наше подношение будет посвящено его созвездию. Пусть он не причинит вреда нашим потомкам и нашим героям. Пусть пламя Рудры оберегает нас, а Ардра с радостью примет наше подношение. Пусть оно устранит все препятствия на пути. Пусть оно прогонит все зло и сопротивление. И снова божественная мать Адити должна защитить нас. И снова два Васу должны прийти на нашу жертву. И все божества должны снова явиться к нам. Снова и снова мы приносим подношения. Божественная мать Адити быстро и беспрепятственно приближается к нам. Покровительница всего мира, его основа. Она снова увеличивает число двух Васу, приносимых нами в жертву. Пусть наш путь ведет нас к возлюбленной богов. Брихаспати, родившись первым, стал созвездием Тишья, лучший из богов, победитель угнетения. Пусть бесстрашие распространяется во всех направлениях. Созвездие Тишья перед нами и в центре, а Брихаспати пусть защищает нас сзади. Так мы уничтожим враждебность и обретем бесстрашие. Достанем мы владыками совершенного мужества. Да будет с радостью принято это подношение змеями, чему сознанию следует созвездие Ашлеша, обитающее на земле и в срединном мире. Они, змеи, быстро приходящие на наш зов, змеи, обитающие в сияющем царстве Сурьи, присоединяются к богине Зари на пути к нижним небесам, и чему-то желанию следует созвездие Ашлеша. Этим змеям я приношу в жертву свою медовую влагу. Призываются отцы, пребывающие в созвездии Макха,
Они, со скоростью разума, исполняя свои обязанности, спешат на наш зов в этом созвездии. Они с радостью примут жертву, предложенную с возгласами сватхи, отцы, пребывающие в трансцендентальном мире, которых мы знаем и не знаем, примут хорошо приготовленную жертву в созвездии Макха. Ты лучший из богов, о владыка Пхаги, таким они и открыли тебя, как Пхалгуни, из-за твоего несметного богатства. Даруй нам силу кшатрия, бессмертного и высшей степени храброго. Принеси сюда знание, полное света и стремительности, ибо Пхага, дарующий, Пхага, даритель, именно Пхага, вошел в богинь Пхалгуни. Да отправимся мы к истокам Пхаги, где разделим наслаждение с богами. Ты, повелитель стад света, рожденных по созвездиям Пхалгуни, о Арьеман, о Варуна, о Митра, это чудесно. Ты дарующий дары. Мы, живые души, должны войти в тебя как в живое существо. Именно ты покорил все эти миры, чей разум следует за всеми божествами. Царь Арьеман, бессмертный и всемогущий, бык, призывающий свои стада Пхалгуни. Бог Савитар должен прийти, должен приблизиться к нам на золотой колеснице, которая мчится вперед. Его рука действует умело и осторожно, даруя нам изобилие, чистоту и заслуги. Его рука должна даровать нам высшее и самое щедрое бессмертие, которое мы получим как Дакшина. Да познаю я сегодня дарующего, Савитара, который должен даровать нам жертву. Тваштар приближается к созвездию Читра, прекрасная госпожа, сияя прекрасным светом, представляя бессмертных и смертных, украшая все слова орнаментами. Это должно быть для нас. Тваштар являет нам созвездие Читра. Восходящее созвездие должно стать моим. Оно должно даровать нам потомство, полное доблести, и таким образом объединить знание и силу в нашем жертвоприношении. Ваю следует за созвездием Ништхи, подобно быку с острыми рогами. Он рычит, собирая миры, ибо он Матаришван. Пусть он прогонит ненавистников и их силы, пусть созвездие Ваю и Ништхи услышит наш зов, пусть это созвездие восстанет. Боги должны исполнить наше желание, и мы преодолеем все препятствия. Пусть наши враги в страхе бегут от нас, пусть Индра, Агни и звезды Вишакха сделают это за нас. Пусть боги насладятся жертвоприношением. Пусть впереди и позади нас будет бесстрашие, ибо две звезды Вишакха, царицы всех созвездий, а Индра и Агни — лучшие стражи мира. Они прогонят врагов и утолят их жажду крови. Достанем мы сильными, поклонившись Митре и принеся ему подношение, и да пребудет с нами его дружба. Пусть подношение приумножит наши достижения, силу и мужество. Читра — созвездие, взошедшее на востоке, для создания богатства. Вот что они говорят, что Митра следует своими божественными путями, золотыми и распространяющимися по всему Срединному миру. Индра приходит в созвездие Джиештха, там, где он побеждает Вритру в битве, тем самым обретая бессмертие. Мы должны преодолеть голод, трудности и недостатки в жертвоприношении. Для Индры, разрушителя укрепленных городов, быка, жесткого, могущественного и непобедимого, завоевателя и щедрого дарителя, Джиештха Накшатра, дарующая сладость, должна стать великим словом для Яджаманы. Пусть у меня будет потомство,
полной отваги и силы, которая прибудет в лунную обитель Мулла. Пусть Нирити, смерть, отправится в загробный мир. Это созвездие связано с лучами знания и сознанием. Пусть для меня, Яджаманы, наступит день. Так говорят, когда речь заходит о Мула Накшатри, о загробном мире, о Нирити. Пусть блаженство всегда сопутствует мне и моему потомству. Божественные воды, смешанные с Пасом, и те, что находятся в Срединном мире и на земле, за которыми следует созвездие Ашатха, эти воды должны быть спокойными и благоприятными для нас. Воды из колодца, реки и океана, а также те, что находятся в горшках и сосудах и замерзают, в которых Ашатха вкушает мед. Эти воды должны быть целебными и благоприятными для нас. Чтобы на наш призыв откликнулись вселенские боги, чтобы звезды созвездия Ашатха сошлись вместе, это созвездие должно расшириться для существ, обладающих сознанием Пассу, а возделывание почвы и сезоны дождей должны соответствовать Яджамани, и, подобно прекрасным девам, молодым и хорошо одетым, исполнители кармы, совершенные в своем деле и полные силы, укрепляющие вселенских богов жертвоприношением, должны приближаться к нашей жертве, как звезды созвездия Ашатха, желаемого. Там, где Брахман победил все это слово, и все это созвездие Абхиджит, победив, должно возвеличить славу, не знающую вреда, ибо оба эти мира покорены Брахманом. Так мы победим все препятствия, и боги даруют нам желаемое. Они слушают созвездие Шраваны, покровительницу Амриты, ее священную речь, которую я стараюсь услышать, великую богиню, бессмертную жену Вишну, госпожа западного направления. Ей мы приносим в жертву наше подношение. Трижды Вишну шагал широкими шагами по великим небесам и земле, и пространству между ними. Ищущий славы движется там созвездие Шраваны, создавая священный стих для Яджаманы. 8 прекрасных богов Вассу, 4 самые знаменитые и бессмертные богини. Они должны защищать жертву от раджасов, несущих тьму, ведь благополучие бессмертно и возвращается каждый год. Пусть Васу защищают нашу жертву на востоке, а на юге пусть движутся вокруг нас 4 самые знаменитые богини. Пусть мы войдем в священное созвездие, пусть не постигнет нас ни беда, ни проклятие. Царь Кшатриев, император Варуна, самый сияющий из всех созвездий Шатабхиша, даруй им 100 000 исцелений. Царь Варуна должен прийти на нашу жертву, и все боги должны приблизиться к нам, а созвездие Шатабхиша, приняв нас, должно даровать нам долгую жизнь, одарив своими исцелениями. Вождь Овен, стоящий на одной ноге, зашел на востоке, радуясь всем живущим здесь существам. К его движению присоединяются все боги, особенно те, что в созвездии Простхапада, хранители бессмертия, зажженный, сияющий, могущий. Он вырос в Срединном мире, простирая руки к небесам. За ним, как за богом солнца, вождем на одной ноге, следуют все Простхапады. Змей бездны движется вперед, лучший из богов и людей. Именно его защищают все брахманы, пьющие и приносящие в жертву соми, которые таким образом принадлежат к созвездию Простхапада. 4 бога со всех сторон защищают карму, о которой они говорят так:
Просхопадаса. Они воспевают бездну в своих мантрах, к которой нужно стремиться, защищая змея, поклоняясь ему. Пушан следует по стопам Ревати, повелители роста и защитники Пасу. Оба даруют нам дом, полный сокровищ. Мы наслаждаемся всеми этими подношениями. Пушан должен прийти к нашему жертвоприношению, посвященным веками путям. Ревати должна защищать наш бедный скот, а Пушан должен заботиться о наших коровах и лошадях. Они оба по-разному защищают нашу пищу. Таким образом, они должны даровать Яджамани богатую энергией жертву.